Только очень важные и богатые люди могли позволить себе взять с собой в загробный мир языки из этого драгоценного металла. Но они верили, что эта инвестиция окупится, поскольку гарантировала им интересную способность. Археологи в Египте обнаружили еще 2 мумии, языки которых сделаны из чистого золота. Всего в древнем городе Аксирина было найдено 16 таких золотых языков, и все они происходят из одной эпохи. Это период так называемого греко-римского периода, а именно с 29 до нашей эры по 641 году нашей эры. Во время него египтяне вкладывали в рот мумифицированного золотые языки, веря, что умерший найдет им хорошее применение в загробной жизни. Миф об Осире. Поскольку золото тогда считалось мясом богов, златоустые мертвецы должны были обрести способность общаться с Осиром. По мнению тогдашних жителей, этот бог плодородия и урожая был разрублен на несколько частей своим завистливым братом Сутехом. Части тела Осира, разбросанные по всему Египту, наконец собрала Эсет, верная жена Осира. Однако найти их всех ей не удалось, и поэтому Осир стал еще и богом подземного мира и мертвых. Египтяне верили, что души проходят через загробный суд Осиры, где они должны, помимо прочего, продемонстрировать знание судьям и убедить их в своей безгрешности. Как вы понимаете, возможность поговорить с Осиром была огромным преимуществом. Если чье-то сердце было тяжелее пера истины, египтяне верили, что они будут безжалостно сожжены чудовищной богиней Амемет, покоившейся у ног Осира. Богатый и важный, команда археологов, обнаружившая мумии с золотым языком, обнаружила их в подземных погребальных камерах периода Птолемеев. Всего в этом районе было обнаружено 30 мумий в цветном картоне, представляющем собой наклеенные слои папируса или ткани. Кроме того, археологи нашли также терракотовые фигурки, объединяющие египетскую богиню Эсет и греческую богиню Афродиту в одного человека, и другие ценные артефакты. Археологам мало что известно о тех, кто умер с золотыми языками, но предполагается, что это, должно быть, были очень важные и богатые личности. Никто другой не мог позволить себе мумификацию, особенно с золотым языком во рту.